Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И сейчас отвечаю на очень часто задаваемый вопросик. А нужно ли идти на арену? И зачем ее вообще проходить? Если вы хотите себе на оружие кучу крутых модулей, обязательно даже задумываться не надо. Поэтому вопрос очевиден, даже не задумывайся. Если у тебя есть любая малейшая возможность пройти арену, пожалуйста, собирайся, туда иди. Сейчас как никогда я и мой канал нуждается в ваших лайках и также комментариях. Пожалуйста, напишите комментарий, поставьте лайк и все будет чики-бомбони. Мы отправляемся на аренку. Зачем? Сейчас расскажу. Итак, заходим в донат. Мы знаем, что многие сюда даже не заходят и не смотрят. Цены космические. И мы заходим, смотрим вот на такую вот отличную интересную штуку. Папка с редкими схемами. И, в принципе, у меня есть их несколько штук, поэтому я могу их открыть. Но, тем не менее, она стоит 159 гривен, в районе 300 рублей, может, чуть-чуть меньше. Но самое главное, что вот эта вот штукенция может быть лично вашей, бесплатно, безвозмездно, просто так, за прохождение арены. Поэтому потратить какие-то огнестрелы для арены, да, получить в конце папки с редкими схемами. И прямо сейчас мы узнаем. Пройдем всю арену. Я взял не самые плохие огнестрелы. Возьмем, пройдем, увидим, заценим, что же мне выпало здесь и насколько оно будет крутым. Итак, опасные билы, фанскары, калаши, все, что нужно от души. Итак, залетаем. Я думаю, что гадалки не ходи, и вам много рассказывать не надо. Самое лучшее оружие для арены — это миротворец. Если у вас еще и мясо с приправой взято у лекаря, то вам нужно всего лишь 7,5 миротворцев, чтобы пройти полностью всех 3 боссов, все уровни. И это правда. Мы на стриме это все проверяли, без мяса с приправой, и еще плюс к тому сливали всех паразитов миротворцам, понадобилось 10 штук, даже практически 11. 11 был очень максимально надбит, но он был целым, в принципе, 10,5 штук засчитаем. Давайте засчитаем 11, округлим все это дело. Но если у тебя есть еще и калашик с гранатометом, которым можно слить всяких паразитов, то 7 штук, даже там меньше с половиной. Это круто. Экономия максимальная. Поэтому я вам точно скажу, что миротворец лучше всего. И можно даже так пройти. У меня есть один из видосов арены, где не получил ни одного удара от этих боссов, проходя миротворцем. Вот такой вот макар. Просто нужно что-то на ноги одеть, чтобы убежать успеть от этих опасных биллов, конечно же, тетушек Бетти и всех остальных. Взяв калаши или какие-то приятные оружия, ты можешь расстрелять. Как говорится, взяв калаши, ты можешь пофаниться от души. Здесь расстрелять всех и сразу. И, в принципе, как вы видите, даже никакие паразиты не выходят. 7 урона всего лишь к моего калаша, хотя он считается топовым. Посмотрим, что нам покажет Фэнскар. Тоже 7 урона, но критует по 17. Калаш, по-моему, по 18 или по 14. Маленький урон, очень маленький. Уронище залетает в опасного билла. Я не знаю, что он такой бронированный. Но можно заценить то оружие, которое можно или нужно использовать, чтобы его пробивать больше. ВСС винторез. Блин, я не взял с собой ВСС. Да, у меня есть, в принципе, ВСС-ки тоже на почте. Это все присутствует. Где ВСС от души. Давайте возьмем. Блин, а нет у меня с модулями, если честно. Хотелось бы хоть какие-то модули. Я что-то не готовился с ВССами проходить. Вот есть ВСС с модулями. Какие модули, не знаю, но возьмем ВСС-очку и попробуем также Билла. Блин, что я тут спешу. Здравствуйте, Билл. Мы знаем, что Билла можно ВСС-кой чуть-чуть больше пробить. А вот теперь уже все не так складно пошло. Этот зараза плюется. Что можно сказать о паразитах? Их можно как сливать, так и не сливать. Просто так же бегать по кругу, таская за собой орду вот этих вот паразитов. Ну а можно очень-таки быстро их слить, даже без выстрелов. Просто касаясь к ним один разочек, ты прям, как говорится, сливаешь их от души. И это достаточно легко, кажется. Но
на самом деле это не особо. Итак, отстреливаемся от опасного. Как вы видите, минимальный он урон пока что к нам не успевает дойти. И это очень и очень таки круто. 31 урона ВСС. Что такое ВСС и миротворец, мы все знаем. Я думаю, что ВСС вы поставили бы намного больше оценочку. И как вы видите, что один ВСС здесь улетает прям очень-очень быстро. И прочность ВСС тратится на этого опасного. И, конечно, что у нас тут? 31 жесткого урона. Кстати, с каждым разом этот опасный, он становится все сильнее и сильнее. И тут даже к гаталке не ходи, что все, что мы здесь видим... Так, подождите, вот так вот сделаем. То есть мы видим, что миротворец 23, а этот... Ого, ну это крит, это 31. Но самое главное, что миротворца мне все-таки кажется легче найти. Лабораторию пойти, миротворцев найти. Это да, 100%. Даже за пропуск А можно пройти и найти миротворца. Хотя нужно, конечно, чтобы уровень прокачался и все. Чем больше уровень лаборатории, тем больше, по-моему, и шансов, что выпадет вам вкусняшка в виде миротворца. Хотя, если ты лабораторию любишь проходить, то ты знаешь, что там достаточно симпатично себя показывает уравнитель. Пускай он делает очень много промахов, но если ты достиг одной очень интересной цели в виде герой-боевика, выбиваешь там перк, то, естественно, твои оружия, любые, каким бы они ни были, перестают промахиваться. И это самое крутое, что может быть с любым игроком в игре The Stay Survival. Итак, ВСС-ка от души. И, конечно же, вот что у нас есть. У нас еще опасный билд, можно так сказать, в самом расцвете сил. Здрасте, паразиты, понятно. Кстати, тратится прочность огнестрела, если стрелять по паразитам, а они еще не вылезли. И тратится прочность оружия. И что от этого? Да, урон паразиты не получают. 23, а так 22. Не улучшенный ВСС наносит чуть-чуть на единицу урона больше, чем миротворец. Поэтому задумайтесь дважды, трижды. Трижды, дважды задумайся, что использовать. Конечно, очень круто с семенами. Ой, с мяском. Мяско с приправами, которого у меня почему-то не оказалось. Кстати, у меня лекарь где-то пропал. Появляется в разы реже. Или бывает вообще не появляется. Днями не приходит. Наверное, нашел себе какую-то другую интересную базу, на которую ходит чаще. Или, может быть, девушку, которая симпатичная. А что-то наша видосина пошла не в ту тему. Разваливаем опасного билла, выстреливаем, отбегаем, и чем больше ты двигаешься, тем меньше урона получает твой персонаж. Я думаю, что на остальных боссах мы будем, конечно же, отрываться, потому что следующий наш босс, по-моему, уязвим от оружия Генезиса, либо от калашей. Что там? Посмотрим. Итак, уязвимость Джесси от Генезис оружия. И где миротворец себя покажет максимально круто? Это именно здесь. Потому что калаш это тема, да, которая наносит ему 8 урона, а не так уж и много. Я еще и... Как я мог калаш со штык-ножом взять? Ай-яй-яй-яй-яй. 31 жесткого урона получает наш Дикий Джесси, но прочность нам позволяет, что хочешь делать с этим Джесси, не получая урона в ответ. Итак, посмотрим, что тут за калаши. Мне нужен с гранатометом обязательно. Итак, здрасте, здрасте. Ждем, пока паразитики сойдутся в гости. И бэйн, делаем до свидули, покидули. И смотрим, что калаш здесь очень себя хорошо показывает. Ну, по крайней мере, в начале. Потом урон уменьшается. Со временем, ну, с уровнем. Чем больше уровень, тем меньше урона в калаша. Тут уже лучше подождать было. Зачем? Чтобы откатился гранатомет у нашего красивого калашика. И если все-таки использовать гранатомет для слития вот этих паразитов, а не миротворец, то вам намного меньше понадобится все-таки самих миротворцев, чтобы пройти все, что здесь есть. Так, Джесси падает, думаю, очень быстро падет. Ой-ой-ой, а он какой быстрый, дерзкий, как пуля резкий.
Все, отлично. А выпускай. Нормально. Итак, следующий. Но давайте в этот раз возьмем Фэнскар и покажем, где, как говорится, раки зимуют. О май гадабл, сотни хп уже нету. Здрасте, привет. Мне не надо. Эти песни мне не надо. И он там, я не знаю, сколько он восстановил хп, я даже не заметил, но, по-моему, я ему нанес в разы больше. 430. Ну, Фэнскар так быстро исчезает. Прочность Фэнскара улетает на глазах. До свидули. И теперь давай-ка попробуем еще один уровень сразу. Слету. Что тут калаш по шестерочке, а этот по шестерочке. То, что доктор приписал. Так, куча паразитов. Конечно же, хотелось бы, чтобы побольше. Все. Ох ты чего, восстановился. Вы видели, насколько восстановился? Все-таки восстанавливается у нас Дикий Джесси. Ну что? Пора брать еще один калаш. Этот, по-моему, со штык-ножом, а вот этот вот с гранатометом. Да ладно. Со штык-ножом, кстати, критует намного чаще. Что хотел сказать о штык-ноже? Да, реальная тема, особенно для тех ребят, которые не особо часто пользуются гранатометом или его нету. Собирать ли штык-нож? Вопрос, конечно, всегда открыт. И я думаю, что это 100% да, потому что крит вылетает чаще и вообще с него стрелять приятнее. Ну да, только ты единственный получаешь, что у тебя нету такого крутого выстрела с подствольного граника. Разваливаем кабину Дикого Джесси. Здравствуйте, пацаны, вообще ребята. И вот оно что. Чем дальше мы проходим, тем больше хп у наших вот этих вот ползунов. И это есть проблемой. Он орет и может даже заглушить. Это печаль, беда. Но, по-моему, вот эта вот тетушка Бетти самый легкий персонаж, которого мы будем здесь сливать, потому что под калаши она заточена. Здесь, как только вот этот вот Дикий Джесси начал разгоны вот такие вот жесткие делать, то вам, конечно, лучше по нему не стрелять. Урон не проходит, а вам, конечно, прочность уменьшается. Это печаль, беда. Так, пацаны, вообще ребята, его аж кувыркнуло. Все, до свидания, выпускай. Спасибо, пацаны, вообще ребята. Итак, следующее наше. Next. You are next. Итак, получается, что мы сейчас подготовились к тетушке как нельзя кстати. Потому что у нас есть и калаши, которые наносят на 50% урона больше. И броня, которая получает меньше урона. Тетушка, 13 урона с калаша. Просто я тебе скажу, что ты прям... Как хороша тетушка, которая получает больше урона. Хотя у нее и хп-то побольше. До свидули. Первая тетка пала. Кстати, если продолжать использовать миротворцы, достаточно неплохо они и тут себя покажут. Если так... В двери уже не влазит. Если также просто бегать по кругу, то неплохо. Все, как говорится, кажется, что у нас все получится. Так, гранатомет достал твое время, но лучше всего, если у тебя есть возможность с калашами, почему не кайфануть? Почему не показать, насколько круто ты собрал свои модули на огнестрел, и они тебя теперь слушаются. Итак, тетушка, бам-бам, по губам, до свидания, что ты хотела сделать? Понятно, оглушить в конце, но выпускайте, потому что я этого сделать не позволил. Дальше, зарываемся дальше. У нас еще парочку прохождений остается от нашей тетушки. Критов побольше, на тебе немножечко штык-ножом. Кстати, о штык-ноже. Этот модуль пробивает любую броню, ему по барабану на то, насколько ты защищен. Если толстая кожа громилы, которому не нанести больше там нескольких урона, даже самых топовых огнестрелов, то штык-ножу по барабану он пробьет ровно столько, сколько пробивать будет любого зомби. Потому что он игнорирует броню полностью любого персонажа, любого босса, да и в принципе любого игрока в игре Last Day Survival. Штык-нож тема очень интересная. Очень интересно. Обратить внимание на самый легкий слив громилы остается, наверное, все-таки штык-нож. Потому что если штыкать только штык-ножами, то ты потратишь намного... Я что, оглушила меня? Ну, тетка, извини.
7 урона у нас получается, а калаш 11. На 50% все-таки урончик больше, завышен. Итак, последний бой с красоткой. Как говорится, последний бой, мой калаш с твоей губой. Красотка, красотка. Бетти, здравствуйте, я жду вас всех, пацаны, вообще. Бам. Ой-ой-ой, это было опасно, это было близко. И, кстати, как вы видите, что хпшки такие у нее, блин, уменьшаются. Но все-таки урон уменьшается. И что? Конечно же, хп увеличивается. То есть у нее увеличивается с каждым разом броня и количество хп. Так, самое главное, что я завершил. Вот сейчас это все пройдено. Что хотелось бы сказать о наградах. Естественно, награды сейчас у нас с арены вот так вот выглядят. Я могу открыть наборы спецвойск. Забираем. Кстати, наборы спецвойск, по-моему, славятся чем-то отличным, симпатичным, не? Да, тактическим рюкзаком. Единственный способ получить тактический рюкзак — это наборы спецвойск. И у меня их 7. Я точно получу один из них. Очень круто. И если у тебя есть варианты, то обязательно можно перезапустить. Всего лишь, по-моему, за 25 копеек ты можешь перезапустить и снова пройти эту арену. Очень круто. Я думаю, что от этого не откажется ни один игрок. Особенно тот, который ждет свой первый тактический рюкзак. Ну и самое главное то, что мы получили с 2 таких папок, которые в самом начале я вам показывал. Итак, это 6 серых модулей, 2 синих и 1 фиолетовый. Лазерный прицел, я не знаю, есть ли это активка, но один из самых топовых модулей на лук — это лазерный прицел. Следующий большой магазин, который является топовым модулем на Лачевич. Самый лучший модуль на трубу — кость громила. Ну, могу ошибаться. И следующее, что мы получили, опять-таки 6 красивых серых и один из них глушитель. Редчайший модуль на глок, и это точно гадалки не ходи. Удобная рукоять. Барабанный магазин, несколько прикольненьких всяческих модулей, и я думаю, что ни один из них вам лишним не будет. Это все безвозмездно. Получается, что только что мы с вами во время прохождения этой арены получили то, за что нужно было заплатить. Достаточно кругленькую сумму. Ну а вам решать, тратить или нет, пробовать или нет. Выбивайте, получайте, играйте. Всем удачи и пока. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Важно. Пока.